Всем привет, девчонки! У кого есть желание, присылайте фото своих готовых работ, выполненные по моим мастер-классам. Я буду создавать вот такие видео-шортс для ютуба. Ссылки на социальные сети есть под каждым видео. Также огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такую классную майку-сетку. Вяжется очень-очень просто и быстро. Ее можно носить на футболке, на майке, можно носить как самостоятельное изделие, например, на пляж. Вот в виде маечки, в виде тунички, либо представляете, какое будет классное платье, сетка, если добрать до нужной длины. На своей майке я захотела сделать вот такой V-образный вырез. Чуть позже в видео я вам покажу несколько дополнительных видов выреза, которые можно сделать на этой маечке. Например, если вы хотите сделать вот такой более открытый вырез, либо, например, вы хотите сделать вот такой прямой, чтобы здесь были просто лямочки. Либо сделать такую более закрытую майку, чтобы здесь не было большого выреза на груди. На своей майке я изначально хотела сделать так, чтобы у меня здесь был достаточно глубокий вырез здесь, где у нас руки. Также я хотела глубокий вырез здесь спереди. Если вы этого не хотите, если вы хотите нормальный стандартный вырез там, где у нас пройма для рукавов, если вы хотите здесь более закрытый вырез на груди, вы это все можете сделать абсолютно под себя. Сейчас я вам покажу принцип вязания, и отталкиваясь от него, вы с легкостью сможете связать идеальную маечку для себя. И также чуть позже в видео я вам покажу, как можно связать точно такую же маечку, абсолютно точно таким же способом, просто с ячейками побольше. Я использовала пряжу Yarn Art Elegance, мы уже с вами из нее вязали вот этот классный топ, который очень многим понравился. Если вы его еще не видели, перейдите, посмотрите. В 50 граммах 130 метров, мой цвет 109. Точный расход я напишу, как обычно, в описании под видео. Я вязала крючком 3,5, вы можете вязать абсолютно любым вам удобным. Чем больше крючок, чем свободнее вязка, тем ячейки получаются больше, и наоборот, если вы возьмете крючок поменьше, либо будете вязать этим, но плотнее, ячейки у вас будут получаться. Начинаем вязание майки снизу, здесь набираем воздушную цепочку, и нам нужно будет провязать просто обычный прямоугольник до вот этого места, где у нас будут небольшие убавки, и потом уже начнем вывязывать нагрудную и заднюю часть. Начало я вам покажу на небольшом примере, потому что у меня уже связан вот этот вот прямоугольник до того места, где у нас будут начнутся убавки. Просто покажу вам принцип, как это вяжется. Для своего топа я набирала 180 воздушных петель, и эта ширина топа меня устроила, мне не было принципиально определенная ширина топа. Если вы не умеете так на глаз набирать, вам нужно связать небольшой образец, наверное, сантиметров 15, но чем длиннее образец, тем лучше, удобнее будет считать. И провяжите буквально 2-3 максимум ряда, здесь не нужно вязать в высоту, здесь главное понять ширину. И вот, к примеру, вы связали 15-сантиметровый образец, и вы знаете, какой ширины ваша майка должна быть, и вот этот образец отложите в эту ширину своей майки, и посмотрите, сколько этих образцов помещается в эту ширину, и посчитайте на этих образцах, сколько получается петель, и такое количество петель набирайте на свой топ. Итак, делаем закрепительную петельку, и набираем воздушную цепочку. Я набираю 180 воздушных петель. Набрали воздушную цепочку. Сейчас, чтобы она не перевернулась, аккуратненько вот так ее расправляем. И нам нужно подсоединиться с соединительным столбиком в самую первую петельку. Вот она, первая петелька. Вот петля, а вот ее как бы задняя перемычка. Подцепляемся под перемычку. Делаем соединительный столбик. Все, мы замкнули в круг нашу воздушную цепочку. Вот этот хвостик потом мы закрепим в конце. Первый ряд будем провязывать за вот эти задние перемычки, чтобы у нас здесь по низу не было больших отверстий. Сейчас делаем имитацию столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, и 1 петелька на перемычку между этими столбиками. Одна, то есть всего сделали 3 воздушные петли. Пропускаем одну перемычку, вяжем в следующую через одну столбик с накидом, через 2 петли. Через 2 петли 1 воздушная петля всегда будет у нас между столбиками. Опять накид, пропускаем одну перемычку, вяжем в следующую. Столбик с накидом, воздушная петля, накид, провязываем через одну перемычку. Все, и таким образом доходим до конца. Подошли к самому началу. Вот она, наша воздушная цепочка из 3 воздушных петель. Сейчас провязываем последний столбик. Уместитесь вот как-нибудь в этот промежуток, который у нас остался. Так, провязываем последний столбик. Делаем одну воздушную петельку с соединительным столбиком. Подсоединяемся во вторую петельку изначально набранной косички. За 2 петельки. Соединительный столбик. Все, смотрите, вот такой первый ряд у нас получился.
И сейчас будем вязать поворотными рядами по кругу. Смотрите, если мы будем вязать сейчас просто поворотными рядами, у нас вот этот вот шовчик, да, вот когда мы будем соединять начало и конец ряда, он у нас будет выделяться и, возможно, уезжать вот так в сторону наискосок. Это некрасиво, это будет заметно. А когда мы вяжем по кругу, но поворотными рядами, этого шва практически не видно. И плюс ко всему, когда мы дойдем до нужного места, здесь до проймы, и мы уже здесь поворотными рядами будем вязать переднюю и заднюю часть. И для того, чтобы наши столбики не отличались, то есть, например, вы увидите, если мы будем провязывать только полотно здесь, да, по кругу, например, с лицевыми столбиками, то когда мы начнем вязать поворотными, они могут немного отличаться. Это может кому-то не понравиться, поэтому это отличный вариант. Прямо сейчас начнем вязать поворотными рядами по кругу. В начале каждого ряда будем делать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И разворачиваемся. Если хотите, можно вот так выворачивать каждый раз, чтобы было удобно. Делаем накид и провязываем вот прям в петельку от столбика предыдущего ряда. То есть не за одну петельку хватайтесь, чтобы здесь не было больших отверстий, а вот за полноценную петельку за обе стеночки. Провязываем столбик с накидом. Воздушная петля в следующий столбик. Прям вот столбик над столбиком вяжем. Воздушная петля. Опять в столбик. Все. Вязание наипростейшее. Провязываем так до конца ряда. Подошли к концу ряда, провязали последний столбик, вот он наш первый, делаем, как обычно, воздушную петлю, и каждый раз заканчивать ряд будем одинаково на протяжении вывязывания всего этого прямоугольника. Подсоединяемся во вторую петельку изначально набранной косички, вот она вторая, за обе стеночки, провязываем соединительный столбик. Все, очередной ряд готов. Смотрите, еще такой совет. А вот эти воздушные петельки, которые мы сейчас будем делать в начале каждого ряда, вот сейчас делаем 1, 2, 3 петли, разворачиваем, их провязывайте не туго, потому что есть вероятность, что когда вы все это свяжете, вот он, вот этот шовчик, он, возможно, у вас будет вот так подтягивать изделие. Ну, это я так сейчас специально вам заузила, чтобы вы понимали, как это может выглядеть. Поэтому он должен быть максимально расслабленным, для того, чтобы он не выбивался из полотна, и чтобы он вот так не съеживал изделие вот в этом месте. Все, вот опять сделали 3 воздушные петли, опять разворачиваем, вяжем в обратную сторону. Все то же самое. Накид, опять столбик в столбик провязываем в петельку. Воздушная петля в следующий столбик. Все, и таким образом набираем нужную высоту прямоугольника. Смотрите, что касается размера ячеек, вы выбираете такие, как вам больше нравится. Смотрите, они у меня такие небольшие и не маленькие. Есть вариант связать вот такую сеточку побольше. Вот таким образом она смотрится в сравнении. Делаем все абсолютно то же самое, просто я взяла крючок побольше, пятерку, и вяжу расслабленно. Вот и все отличие между этими сеточками. То есть, смотрите, вот я делаю 3 воздушные петли, видите, они у меня очень расслабленные. И провязываю все абсолютно то же самое, то есть ничего не затягиваю. И вот такая сеточка получится. Полотно у нее будет очень пластичное, не будет так хорошо держать форму, в отличие от вот этой. Я не знаю, по видео понятно ли вам, смотрите, вот как это полотно, и вот это прям очень мягкое такое. Что-то есть в такой неаккуратности таких столбиков расслабленных. Поэтому вяжите такой вариант, который вам больше нравится. Вы можете связать несколько образцов, свяжите разной плотностью, возьмите разные номера крючков, посмотрите, какая сеточка вам больше нравится, и такую выбирайте. И вот такая деталь у меня получилась. Вот это наш шовчик. Видите, он практически не заметен. Смотрите, у меня получилось в высоту 23 ячейки. По размеру эта деталь получилась 26 сантиметров на 45. Я предлагаю этот шов оставить на спинке. Вот мы довязали последний столбик, сделали воздушную петельку, как обычно, соединительным столбиком замыкаем последний ряд. Хвостик вытаскиваем и аккуратненько заправляем на изнанке. Здесь можно спрятать в столбик, также расслоить ниточку и закрепляем. Здесь то же самое в самом начале с вот этим хвостиком. Спрячьте его куда-нибудь на изнанку. Например, вот здесь по низу можно таким образом заправить, чтобы его не было видно. Когда вы вяжете полотно и у вас закончился моток, просто подсоединяем на несколько узелков новый моточек. Потом мы спрячем эти хвостики в полотне точно так же вот в эти столбики. Складываем ровно пополам наш получившийся прямоугольник. Вот это мой задний шовчик. Отмечаю его серединку. Здесь также отметила ровную серединку напереди. И откладываем ровное количество здесь сюда в сторону и сюда. Также отмечаем самые боковые петельки. Также это у вас будет либо окошко, либо столбик, неважно. Запомните, какие петли вы вязали в этом ряду. И
сейчас следующий ряд нам нужно провязать в обратную сторону, то есть у нас, чтобы точно так же чередовалось вязание лицевые, изнаночные. Сейчас будем вывязывать вот это вот небольшое заужение, потом будем вывязывать здесь по прямой. То есть здесь у нас по бокам нужно сделать несколько рядов с убавками. Нужно отступить какое-то небольшое количество петель по краю здесь сбоку, для того, чтобы начать вязать вот эти наши убавки. То есть вяжем не прям сразу же сбоку, а чуть-чуть отступив. Я отступлю примерно 2 сантиметра, то есть я вам сейчас буду говорить не в ячейках, а в сантиметрах, потому что, возможно, у вас будет другая пряжа. Соответственно, и столбиков здесь будет другое количество. Вот это моя самая боковая ячейка. Я пока оставлю этот маркер, чтобы не потеряться. И вот в сантиметрика 2, то есть 2 моих ячейки я отступаю и подсоединяюсь прям в столбик. Смотрите, первый, второй, третий. В третий столбик подсоединяю нить, закрепительная петелька, делаю 2 воздушные петли. Раз, два. Сейчас мы перемычку не провязываем, а нам нужно сделать как бы вот так по косой, чтобы получилась, грубо говоря, убавка. То есть вот эту перемычку не провязываем, делаем накид и провязываем столбик с накидом в следующую петельку, следующего столбика. Здесь уже вяжем вот эту перемычку и провязываем до следующего края противоположного, точно так же, как мы вязали все это полотно. Подошли к противоположному краю. Здесь точно так же нам нужно пропустить, смотрите, вот это моя центровая ячейка. Раз, две эти ячейки я пропускаю, и вот вяжу как бы вот раз, два в третий столбик, точно так же, как и в начале. Смотрите, после последнего столбика я не делаю петлю воздушную, вот эту перемычку, а сразу же в следующий столбик провязываю столбик с накидом. И тем самым у нас получается точно такая же убавка, как и в начале. Далее разворачиваем, вяжем в обратную сторону. Делаем один соединительный столбик, чтобы оказаться прямо над вот этим столбиком предыдущего ряда. Просто соединительный столбик. Делаем то же самое, как в начале предыдущего ряда. 2 воздушные петельки. Сразу столбик с накидом в следующий столбик. То есть у нас получится опять вот такой плавный скос. Видите? Опять здесь начинаем делать вот эти перемычки. И до следующего края провязываем. Подошли к концу ряда. Смотрите, вот это наш скошенный столбик, вот этот столбик рядом с ним. После последнего столбика здесь мы не делаем воздушную петлю, а сразу же в следующий столбик провязываем столбик с накидом, чтобы у нас получился опять вот этот наш скос. Сейчас разворачиваем. Вяжем опять все то же самое в обратную сторону. Подбираемся с соединительным столбиком, прям вот чтобы оказаться над столбиком предыдущего ряда. 2 воздушные петли. Раз, два. И опять столбик с накидом в следующий столбик. И опять у нас получится вот такой вот скос плавный. Все, дальше воздушная петля и провязываем, как обычно, до следующего края. Опять подошли к концу ряда. Смотрите, вот этот наш скошенный столбик, вот этот столбик предыдущего ряда. После здесь последнего не провязываем воздушную петлю, а сразу же делаем столбик с накидом вот прям в этот столбик предыдущего ряда, что получился у нас скос. Все. Смотрите, провязывайте такое количество рядов с этими убавками столько, сколько вам нужно. Примеряйте все каждый раз на себя. Я остановлюсь на этом моменте. И сейчас уже буду просто вывязывать по прямой вверх до того места, когда мне не захочется здесь сделать вырез. Делаем 3 воздушные петли. 2 петли на столбик, 1 на перемычку. И сейчас будем провязывать просто обычный самый прямоугольник. Делаем накид и провязываем в следующий столбик предыдущего ряда. То есть здесь по бокам с этой и с этой стороны у нас будет просто по прямой. Никаких убавок. Опять воздушная петля, столбик в предыдущий столбик. И таким образом провязываем нужное количество рядов в высоту. Здесь в самом конце провязываем вот в этот столбик с накидом. После последнего сделали воздушную петлю. Для того, чтобы нам выровнять этот край. Все, здесь пойдет дальше по прямой. Делаем 3 воздушные петли и продолжаем вязание. Когда заканчиваем вязать второй ряд по прямой, смотрите, вот этот наш предыдущий первый ряд, когда мы выровняли уже, вязали без убавок, провязываем воздушную петельку, накид, пропускаем одну и вяжем в следующую. Так, за обе стеночки какой-нибудь петельки подхватите. Все. И вот таким образом у нас получается здесь ровный край. Итак, после рядов с убавками я провязала по прямой всего 3 ряда. Сейчас здесь ищем на этом отрезке ровно середину, отмечаем для удобства. И продолжаем вязание. То есть здесь у меня будет ровно середина горловины выреза. Образом отсюда у меня сейчас будет образовываться вот такой вырез. То есть здесь во внутренней части эти края у нас будут с убавками. Здесь по бокам будут просто прямые стороны. Итак, смотрите, вот здесь я закончила вязание. Точно так же делаю 3 петли подъема. Раз, два, три. Разворачиваю. До маркера провязываю, как обычно.
Подошли к маркеру, здесь провязали последний столбик, не делаем петлю подъема, а просто вот в эту серединку, в самый средний столбик провязываем столбик с накидом, разворачиваем, подбираемся соединительным столбиком, прям вот в следующий столбик, делаем 2 петли подъема, 1, 2, и провязываем столбик с накидом в следующий столбик, то есть опять у нас идет по этой стороне убавки, то есть мы не делаем вот эти полноценные ячейки, а убавки делаем. Воздушная петля, столбик с накидом в следующий столбик, воздушная петля, и так провязываем до противоположного края. Подошли к тому краю, где у нас просто по прямой, провязываем как обычно, как мы провязывали вот эти все ряды. 3 петли подъема, разворачиваем, вяжем до сюда. Подошли опять к месту, где у нас убавки. После последнего столбика не делаем воздушную петлю, сразу же провязываем столбик с накидом вот в этот столбик, там, где у нас была убавка. Разворачиваем. Делаем все то же самое, как мы делали здесь, когда мы провязывали убавки. Просто у нас этот край будет находиться внутри, на месте выреза. Все, и таким образом провязывайте нужное количество убавок. Все это каждый раз примеряйте на себя, смотрите, как вам больше нравится. Так, всего с убавками на вырез я провязала 13 рядов. Здесь ниточку я пока что не обрезаю. Я не знаю точно, какое количество рядов с убавками я еще захочу провязать. Либо мне просто по прямой нужно будет провязать эту часть. Поэтому сейчас мы свяжем вторую часть, примерим на себя и посмотрим, как это все выглядит. Нагляднее все будет понятнее. Так, смотрите, нам нужно подсоединиться именно здесь, посерединке, потому что, когда вот мы начинали вывязывать эту часть, мы подсоединялись здесь, с этого края. То есть мы должны сейчас вязать отсюда, по этой стороне, чтобы соблюдать направление наших столбиков. Поэтому подсоединяемся вот прям в это место, в самую серединку. Продеваем нить рабочую, делаем закрепительную петельку. И здесь, смотрите, мы сейчас делаем 2 воздушные петли. 1, 2. И сразу же провязываем столбик с накидом в следующий столбик предыдущего ряда. Воздушная петля. И делаем все абсолютно то же самое, как мы делали вот с этой частью. Итак, вот что у меня получилось. Пока что я не обрезаю ниточки на лямках. Возможно, я захочу добрать еще несколько рядов. Сейчас пока что можно приступить к вывязыванию спинки. Делаем мы все абсолютно то же самое, как и напереди, просто без вот этого выреза. Здесь у нас будет просто обычное полотно. Начинаем вязание с этого края. Если кто не знал, во многих мотках удобно брать ниточку из самой серединки, из самого начала. И таким образом здесь я могу не обрезать нить, чтобы потом ее не подсоединять на узелки. И новым хвостиком из этого же мотка сейчас продолжаю вязать. И подсоединяем нить на спинке в точно такое же место, как мы начинали вязать перед. Смотрите, вот это наша самая боковая арочка. Вот он, первый, второй, как бы над третьим столбиком мы начинали провязывать вот эти убавки. Здесь делаем то же самое. Первый, второй, вот он, третий столбик, подсоединяемся, подсоединяем нить, делаем закрепительную петельку и делаем все абсолютно то же самое. 2 петли подъема без третьей, которая у нас на перемычку между столбиками, потому что это у нас убавка. Столбик с накидом в следующую петельку от столбика предыдущего ряда. Воздушная петля, следующий столбик и так до следующего края. Дошли к противоположному краю. Смотрите, здесь делаем все то же самое. И вот она наша самая боковая арочка. 1, 2, третий столбик. После последнего столбика не делаем воздушную петлю, а делаем просто столбик с накидом. Это и есть наша убавка. Все, и делаем все то же самое, как мы делали напереди. Провязываем такое количество рядов с убавками, сколько вы провязали. В моем случае это 3 ряда. Провязала вот эти 3 ряда с убавками, вы провязываете свое количество. Все, и с этого момента я провязываю просто по прямой наверх, без вот этого выреза, до вот этого момента такое же количество рядов. Итак, я провязала на спинке абсолютно идентичное количество рядов, столько же, сколько и по переду. Я это все скрепила булавками, примеряю на себя. Я смотрю, что у меня маечка коротковата здесь по длине, вырез не на том месте, где мне хотелось бы, поэтому сейчас на переде я продолжаю вязать лямочки, но без убавок, а просто по прямой. Буду также примерять каждые там 2-3 ряда, смотреть, нравится ли мне длина. Итак, смотрите, после рядов с убавками я провязала просто по прямой 7 рядов. На этом я остановилась, мне все нравится, я уже примерила. Отрезаем ниточку с небольшим запасом, потом ею мы будем здесь сшивать по плечевому шовчику. На спинке мы набираем абсолютно идентичное количество рядов, а только я предлагаю последний ряд провязать вот такое же количество рядов, сколько у вас получилось на лямке. То есть вот я закончила предпоследний ряд, и сейчас я провяжу 4 вот этих окошка, как у меня и на лямке. Вот у меня закончился ряд, делаю, как обычно, 3 петли подъема и провязываю 4 окошка. У вас, возможно, это свое количество. Провязала, ниточку обрезаю,
Хвостик вытаскиваем и закрепляем на изнанке. И на противоположной стороне делаем все то же самое. Отсчитывайте нужное количество ячеек. У меня 4. Раз, два, три, 4. Подсоединяем нить. Делаем закрепительную петельку. 3 воздушные петли. И провязываем, как обычно, наши арочки. Так как эта пряжа толстовата, если сшивать крючком, то получится такой достаточно толстенький шов, возможно, заметный, поэтому я продеваю нить в иголочку и просто вот так с изнаночной стороны состыковываю вот эти мои две части и прошиваю вот прям петля в петлю. На этой половинке и на той. Можно вот так змейкой, можно вот таким образом, как вам удобно. Вот такой шовчик получился с изнанки, вот такой с лицевой, он подвижный, эластичный. Здесь ниточку прячем на изнанке. В принципе, наша маечка полностью готова. Если хотите, можно оставить и вот такие края необработанные. Они у нас, смотрите, какие красивые, ровненькие. При желании можно обработать, например, одним, два или три, несколько рядов с столбиками без накида, либо одним рядом столбиков с одним накидом, чтобы маечка выглядела более законченной. Вот, например, смотрите, с этого края я провязала один ряд столбиков без накида. Это необработанный край. И, скорее всего, чтобы закончить моток, сделаю обвязку сейчас и здесь, на втором рукаве, на пройме и по низу маечки. Подсоединяем нить где-нибудь в области под подмышкой, чтобы не было видно начала и конца ряда. Подсоединяем в любом месте, вот так за 2 петельки. Закрепительная петля. Смотрите, здесь по низу, там, где у нас вот эти вертикальные столбики, здесь в арочку мы провязываем по одному столбику, потому что здесь мы пропускали на полотне, да, по одному столбику, соответственно, и здесь в арочку мы будем провязывать по одному столбику. Точнее, можно в арочку, можно под петельку. Как смотрите, как вам захочется. Ну, давайте вот так я в арку провяжу. Потом провязываю столбик в столбик прям. Следующий. Далее прям в арочку один. Далее столбик в столбик. Далее, смотрите, вот эти наши убавочные ряды. Здесь по факту посмотрите, как лучше провязывать по одному столбику в эти арочки, либо по 2. Смотрите, чтобы вот эта обвязка не была вот такой волночкой, чтобы она красиво вот лежала прям по краю нашей маечки. Потом вот здесь встык между вот этими арочками. Не пропускаем. Далее опять вот эта арка. Ну вот я, например, по 2 столбика привязываю в эти арочки. Потом опять вот в этот стык. Запоминайте, что вы делаете, потому что мы потом с обратной стороны проймы будем делать все то же самое, чтобы обвязка смотрелась красиво. Так, еще одна арочка, где мы делали убавки. Также провязываю 2 столбика. Потом вот прям в арочку. Смотрите, не провязывайте так, чтобы задевалась одна какая-нибудь нить, чтобы не было больших отверстий. Вот так поддевайте по 2 ниточки. Далее, смотрите, здесь, когда вот у нас как бы перпендикулярно мы будем вязать нашим рядам на протяжении вот отсюда до заднего края, там, где у нас также будут ряды с убавками, здесь я провязываю таким образом. Здесь как бы в столбик провязываю. Здесь в арочку по 2 столбика. Опять далее в столбик. В следующую арочку 2 столбика, потому что вот когда мы делали подъем на следующий ряд, да, здесь мы делали 2 воздушные петли, соответственно, это 2 петли нам нужно провязать. А если мы будем провязывать по одной петельке, возможно, здесь будет стягиваться край. Нам этого не нужно, поэтому провязываем по 2 все. И таким образом обвязываем весь край. Когда подошли к концу ряда, можно провязать соединительный столбик в самую первую петельку. Если хотите провязать еще один ряд, делаем воздушную петельку. И вот так прям в каждую петлю провязываем столбики без накида. Тогда вот здесь получится обвязка пошире. Мне, скорее всего, не хватит мотка, чтобы сделать везде по 2 ряда столбиков с одним накидом обвязку. Поэтому я оставлю в один ряд. Здесь ниточку обрезаю. Хвостик вытаскиваю и заправляем с изнаночной стороны. Заводим крючок в следующую свободную петельку, вытаскиваем. Чуть-чуть назад, в перемычку ныряем в середину петельки и вытаскиваем туда хвостик. Сейчас здесь его можно закрепить в столбиках, и вот такое соединение получается. Делаем обвязку на вырезе, подсоединяемся в любом месте. Ну вот я подсоединюсь где-то в районе, там, где мы сделали шовчик плечевой. Вот таким образом подсоединяем нить. Закрепительная петелька. Здесь, когда вяжем по лямочке, также в ячейку добавляем по 2 столбика. Здесь, когда переходим по горизонтали, провязываем просто 1 столбик в столбик и 1 столбик в арочку. Далее столбик в столбик, в арочку. Таким образом провязываем до следующей лямочки.
Подошли к лямке. Здесь провязываем в каждую арочку по 2 столбика без накида. Потом также не забываем вот в эти перемычки между арочками. И когда подошли к рядам с убавками по вороту, здесь смотрите сами по факту, как лучше будет на вашем топе. Возможно, так же, как и здесь на пройме рукавов, нужно будет провязывать по 2 столбика в каждую арочку, либо провяжите в одну арку 2 столбика, в следующую 1. То есть смотрите, сами провяжите какое-то количество петель, смотрите издалека, нравится ли вам то, что получается, чтобы это не было волночками, и наоборот, чтобы здесь это не стягивалось вот так все. Я, скорее всего, провяжу в каждую арочку по 2 столбика, и вот также в эту перемычку между арочками тоже не забываем провязывать. Подошли к началу ряда, делаем соединительный столбик, нить обрезаем и закрепляем. Что касается нижнего края маечки, он у нас абсолютно ровный, но чтобы сделать так, чтобы все это сочеталось между собой, здесь по вырезу мы сделали обвязку по пройме рукавов, здесь мы также можем сделать эту обвязку. Подсоединяемся абсолютно в любом месте, и здесь также провязываем, смотрите, в арочку провязываем 1 столбик, здесь столбик, столбик, в арочку 1 столбик, столбик, столбик. То есть здесь все очень просто. Все, и провязываем так нужное количество рядов. Если у вас вот этот край после обвязки получился вот такими волночками, ничего страшного. Либо она выпрямится после стирки, либо просто пройдитесь утюгом и вот так пальчиками поправляя, делайте так, чтобы это все выпрямлялось. И что касается того, если вы хотите сделать любой другой вырез, все очень просто. Отталкиваясь от того, что я вам показала в мастер-классе, вы уже знаете, как вязать ряды с убавками, как вязать по прямой, вы с легкостью сможете это сделать. Например, смотрите, вот такой вариант. Здесь будет более округлый вырез. Здесь он у меня получился угловатый, просто потому что я вам обозначила, например, здесь, смотрите, мы вяжем просто по прямой ряды, здесь с убавками. И смотрите, что дает вот такую округлость. То есть мы провязываем не ровно от середины, как я в своем варианте сделала, просто начинаем вывязывать вот эти убавки чуть дальше, ровно от середины маечки. Таким образом, вот эти края будут дальше друг от друга, и здесь получится вот такой вырез. Потом после обвязки одним рядом, либо несколькими рядами столбиков без накида, он у вас вот эти все уголочки сгладится, и будет все отлично. Далее, например, вот такой вариант тоже, кстати, очень классный. Кто не любит вырезы, более закрытый вариант. Делаем все абсолютно то же самое. Здесь даже еще проще. Здесь вот эту вот часть до вот этого небольшого выреза провязываем просто по прямой. И здесь, смотрите, также можно с вот такими убавками вот эти вот небольшое количество рядов провязать. Либо здесь просто по прямой, сами же выбирайте. Вот такой вариант тоже очень простой. Также вот после убавок провязываем какое-то нужное количество рядов просто по прямой. Здесь подсоединяем нить и провязываем просто сначала первую лямочку по прямой, потом вторую. И чтобы вам было понятно, сколько я набирала рядов на каждом этапе, сейчас я вам прям вот сразу же схематично нарисую. Смотрите, здесь просто когда мы вывязывали прямоугольник замкнутый, я набирала 23 ряда. Потом, когда мы провязали вот эти ряды с убавками, я провязала всего 3 ряда. Далее просто по прямой, здесь до выреза я набирала 4 ряда. Здесь, когда я начала вывязывать вырез отсюда, от серединки с убавками, я провязала всего 13 рядов. И потом просто по прямой, без убавок, я провязала 7 рядов. По размерам в длину майка получилась 61 сантиметр, здесь в ширину 32 сантиметра, здесь в ширину 41 сантиметр. Наша маечка полностью готова. Всем спасибо за просмотр, всем пока!